Всем привет, меня зовут Дарья, и вы на моем вязальном YouTube-канале Свитербург. Большое спасибо за такой большой отклик к моему предыдущему видео, большой лично для меня. Я очень рада каждому, кто подписался на мой канал, кто прокомментировал и поставил лайки. Начать бы я хотела с готовой работы. Эту работу вы видели в процессах в предыдущем видео. Это шарф Круэллы, или, как его кто-то сравнил в комментариях, березка. Теперь у него новое кодовое название, второе. Собственно, перейдем к техническим характеристикам. Шарф, связанный с пряжей Сиам Баяна. У меня ушло на него 2,5 мотка. Вязала спицами номер 7. В принципе, я бы, наверное, все-таки довязала бы третий моток до конца, если бы не поленилась. Точнее, как? Я не то чтобы даже поленилась, потому что это работа буквально там на полчаса. Я хотела сразу его надеть, потому что у нас уже вовсю весна, и в тот день была солнечная погода, и я хотела довязать и быстро сделать фотографию, чтобы выложить ее в Телеграм. Так что прикреплю фотографию. Вот такой вот шарф у меня получился, я им очень довольна. Хотела я сделать еще к нему белую бахрому из этой пряжи, просто отрезав черные секции. Но потом подумала, что, возможно, тогда получится шарф перегруженным, и оно того не стоит. Следующая работа — это все еще процесс. Это блуза БПЮ по описанию Генит. Можно заметить, что я уже сделала обработку горловины. Что я, собственно, хотела сказать? То, что эта блуза, она у меня попадает в список самых долгих моих процессов, потому что я связала полочки и спинку буквально там за пару дней. Я поражалась, насколько быстро летит процесс, потому что это гладь и спицы 4 миллиметра, и, собственно, все летит. И вот, видимо, я накликала на себя беду, и процесс у меня застопорился. Я не понимаю, то ли это просто настроение такое, то ли это какие-то меня сомнения терзают. Первые сомнения у меня были по поводу того, как поведет себя пряжа в полотне. И я решила, что все-таки я не буду пока стирать блузу и буду опираться чисто на расчеты своего образца. Тем более, что по количеству петель вроде бы как все должно быть нормально, и если что-то и будет, то не супер критично. Поэтому довяжем до конца и узнаем. Второй момент конкретно по посадке. На фотографиях Генит есть такое ощущение, причем это заметил не я, а мой муж, что она блузу эту немного приспустила назад. Собственно, поэтому у нее и плечи пониже, и воротник доходит до плечевых суставов. Когда я довязала до заключения в круг и сделала вот обработку горловины, я примерила ее на себя, и даже с учетом там усадки и всего такого, в любом случае у меня выше плечи будут и воротник короче. Я попробовала сделать, как вот заметил мой муж, и немного опустила назад, и какое удивление, все встало на свои места. И плечи ниже, и воротник длиннее. И я вот теперь не знаю, что мне делать. Я думаю, что после того, как я довяжу, проведу ВТО, я просто отрежу часть воротника, надвяжу его заново и закрою иглой, как я это делала. Потому что, во-первых, скорее всего, воротник все-таки будет коротким. А во-вторых, во время вязания воротника я допустила ошибку. Воротник связан резинкой 2 на 2, я решила, что буду закрывать его иглой, и как бы что могло бы предвещать беду, но тем не менее я ее нашла. Обычно я закрывала резинки, которые связаны круговым вязанием, а здесь поворотными рядами. И это, собственно, видимо, меня подкосило, потому что я где-то там в начале как-то запуталась, видимо, и забыла снять одну петлю. По крайней мере, я на это грешу, потому что у меня внезапно закрытие начало так вот уползать, закругляясь, немного косить. Но самое интересное, что в процессе вот этого закрытия я допустила второй раз ту же ошибку, не спустив петлю со спицы, но уже под конец вязания и с другой стороны. И
у меня выровнялся воротник. То есть, с одной стороны, он ровным, красивым закрытием идет, а с другой стороны, он вот так вот закругляется. И я, конечно, грешу, что это вот мое любимое времяпрепровождение — смотреть что-нибудь на Ютубе или какой-нибудь фильм, сериал и заниматься вязанием. Вот, собственно, и результат. Очень сильно увлекло меня что-то на экране, и я совершенно забыла, что нужно где-то там снять петлю. В общем, надеюсь, я больше такой ошибки не допущу. И надеюсь, что этот процесс я уже поскорее закончу, потому что, если честно, он меня начинает доставать немножечко своим видом, потому что это супер долго, я не знаю. Я привыкла вязать быстрее, а тут просто тянется как непонятно что, и, разумеется, это надоедает, тем более, когда тебя в процессе вот эти вот сомнения сжирают изнутри, и ты вот постоянно вот в этом состоянии, и вместо расслабления от вязания ты получаешь совершенно другой эффект. Поэтому я рада, что у меня вот был вот этот шарф Круэлла, который меня немножечко так расслабил, я получила готовую работу и уже как бы отдохнувшая могу продолжать вязать эту блузу. Если честно, мне даже неловко уже 3-й ролик подряд показывать вам одно и то же изделие с такими небольшими продвижениями и сыпать только своими сомнениями и просить там у кого-то совета, но я считаю, что это искренне, и что такой контент тоже имеет место быть на Ютубе, потому что иногда мы забываем, что наступают периоды, когда вот эти сомнения тебя терзают и не отпускают вот на протяжении всего изделия. И потом будет какое-то другое изделие, которое будет приносить только чистую там радость, удовлетворение и наслаждение процессом. Но и такое бывает тоже. Сразу хочу сказать, что это не камень в огород автора или описание. В этом плане все отлично, и модель красивая, и описание само подробное. То есть все отлично. У меня конкретно вопрос, сядет ли эта модель на меня, потому что все мы разные. И, возможно, изначально я совершила ошибку, выбрав эту модель. То есть мне просто пока боязно и непонятно, как это будет. И канал свой я создала в том числе и из-за этого тоже, чтобы делиться своими сомнениями, а не доставать этим своих знакомых, друзей и родственников. В общем, надеюсь, я вас не достану этим. Перейдем к следующей работе. Следующий процесс — это носочки из пряжи Regia Merino Yak. Вот так она выглядит. Я вяжу из этой пряжи впервые. И сразу хочу сказать, что мне очень нравится. Я прямо в восторге. Пока что она мне нравится прям вот чуть ли не больше всех, которые я пробовала. Вот так они выглядят. Я вяжу эти носочки на спицах 2 мм от мыска. Набрала набором Джуди, потом сделала прибавки до 60 петель, и вот сейчас, собственно, вяжу стопу. Узор у меня здесь резинка 3×1. Мне все нравится. Пряжа такая прям пухленькая, приятненькая, с пушком. После ВТО, наверное, вообще красота будет. Вот пока что больше всего мне понравилась Drops Nord и вот, собственно, Regia Merino Yak. Очень приятная пряжа. Эти носочки я вяжу в подарок своей лучшей подруге, которая сейчас живет в Грузии, и мы собираемся скоро к ним в гости. Преподнесу ей вот этот подарок, и надеюсь, он ей понравится. Потому что мне очень нравится, я постоянно вот так вот сижу их и наминаю, даже сейчас не могу остановиться, поэтому к зиме, я думаю, я себе тоже свяжу такие же, но в другом цвете. У меня как раз есть моточек в моих запасах. Цвет вообще классный. Ну, в принципе, у Merino Yak почти все оттенки очень красивые. Я бы много какие попробовала. Недавно увидела, что у них есть какой-то такой красивый, он как петрольный цвет. Ну, в общем, очень классный. Я себе теперь тоже его хочу. И надеюсь когда-нибудь его заиметь у себя. Но пока что у меня и так достаточно носочной пряжи. Я как-то так вчера все достала, посмотрела и думаю, блин, я, наверное, за этот год не извяжу такое количество носков, но попытаюсь. Мой минимум по одной паре в месяц. Это прям 100% надо, потому что и носочная коробочка, и какие-то вот такие подарочки. Ну, в общем, хочу большую коллекцию носков. Обожаю носки, мне очень нравится. Особенно,
когда я научилась вот от мыска, и пятка без подъема петель. Прям обожаю. Конечно, и обычную пятку тоже можно вязать, но без подъема петель мне гораздо приятнее, медитативнее и вообще прям очень мне нравится. Хочу вязать носки, возможно, я бы вязала только их, если бы вот нужно было выбрать что-то одно. Так что скоро вы увидите готовые носочки. Еще я хочу снова затронуть тему Чагу Forte 2.0 набора спиц. И сразу хочу оговориться, что выбор набора спиц — это очень индивидуальная штука. Кому-то подходит одно, кому-то другое, и все мы разные, и, в общем, все вот это вот. Я думаю, что большинство это понимает, но, тем не менее, стоит это озвучить. В общем, я не удержалась и решила хотя бы образец связать на этом наборе спиц. И я очень много размеров спиц испробовала, и, господи, это теперь однозначно мой любимый набор спиц. И если нужно будет выбрать какой-то один набор, то это будет определенно точно именно этот. Вообще просто непередаваемое удовольствие. Единственный минус от работы с набором Чагу Forte 2 — это то, что мне теперь не совсем комфортно работать с набором Хая-Хая. Спицы сами отличные, но лески, извините. Очень многим людям нравятся эти лески, и я сама говорила, что они классные, но, увы, теперь они меня бесят из-за того, что их всегда надо отпаривать, потому что если это поворотное вязание, они всегда вот закручиваются, в общем, на саму работу, и это приносит некий дискомфорт. Но, тем не менее, спицами этими я все равно, конечно же, продолжу пользоваться, как второй такой запасной вариант, но Чагу теперь у меня определенно точно на первом плане, и вязать я буду только ими. И спасибо большое всем, кто поздравил меня с таким приобретением. А по поводу самого образца я пока еще не знаю, если честно, что я буду вязать. Я хотела вязать зипперсветер, потом я что-то как-то посмотрела и не знаю, не уверена. Я бы все-таки хотела, наверное, кардиган из вот этой пряжи. Здесь мешанина из 3 бобин, и я думаю, что я вам расскажу потом, когда уже точно буду вязать, потому что я еще не знаю, я оставлю это в таком виде или одну ниточку уберу. Буду держать вас в курсе. Теперь перейдем к следующей теме. Позади остался праздник 8 марта, и я не осталась без подарка. Я его, конечно, сама заказала, по сути, в плане заказала у человека, который спрашивал, что мне подарить. Я ждала этот подарок, но не была 100% уверена, что это будет именно это. Так что сейчас вам покажу. Подарок мой выглядит следующим образом. Он достаточно гремучий, поэтому я сейчас все вытащу из него и покажу вам, чтобы не греметь в микрофон. Вот такая штука там лежала в коробке. Это раскраска на деревянной основе. Я ее планирую повесить над деревянными полочками, которые висят сзади меня. Подарок этот мне заказывали с Озона. Ссылку я оставлю в своем телеграм-канале, поэтому переходите. По поводу раскраски. Деревянная основа. Здесь у нас крючки для нити, на которую потом будет все подвешено. Нить тоже идет в наборе. Здесь же лежит инструкция. Написано, что в набор входит заготовка из березовой фанеры, 2 кисти, акриловые краски, устойчивые к выцветанию, инструкция и комплект фурнитуры для подвеса. Ну и, собственно, инструкция, как это рисовать. По цветам здесь не так много, здесь всего 5 цветов, 2 кисти. Кисти достаточно хорошие, потому что я раскрашивала до этого 2 картины. Одна у нас не особо прижилась, а вторая вот висит на моей кухне и красуется, в общем. Также в наборе идет, ну, собственно, схема, если вдруг там какие-то цвета не видны или еще что-то. И небольшой подарочек — это подставочка под горячее. Хочу еще рассказать про мое взаимоотношение с картинами по номерам. Обычно это все начинается с таким запалом, как интересно, как классно, и хочется, не переставая, раскрашивать все это, а потом это скатывается в то, что как же мне эта картина надоела, она стоит где-то, я не знаю, полгода в углу, и потом уже заканчивается, причем заканчивается буквально за пару дней. Поэтому я приняла решение, что больше классические вот эти картины по номерам я брать не буду, потому что, ну, сколько можно. Хватит с меня 2, и вот этот вариант, он и декоративно смотрится достаточно интересно, это и дерево, и плюс еще
малое количество цветов, и, в принципе, выглядит это несложно. Я думаю, что с вами потом результатом поделюсь, может быть, покажу какой-то процесс, если что-то будет интересное. Ну, а пока что все, перейдем дальше, уже к покупкам. Из покупок у меня заказ магазина Knitsox, который пришел мне вчера, и затевалось все это из-за вот этого красавчика. Это носочный выпуск журнала «Волокно». Очень люблю эти журналы, они супер красиво оформлены, мелованная бумага, и все вот это вот, ну, прям потрясающе эстетично. Тут и какие-то ажуры есть, и теневые узоры есть, интересные пяточки, плюс еще вот такие жаккардовые носочки. Надеюсь, вам что-то видно. Вот такие вот носочки со всякими переплетениями. Еще мне понравилась сама задумка. Ну, я это, конечно, уже видела, но, в общем, вот в этих носочках там еще пришиты или вязаны бусины. В общем, выглядит очень красиво. Мне нравится. Я бы что-то такое хотела с бусинами. Ссылку на журнал и на телеграм-канал «Волокно» я оставлю в своем телеграм-канале. У них в телеграм-канале, извините за тавтологию, у них тоже очень интересно и очень красиво. Поэтому, думаю, будет интересно посмотреть. Конечно, в этом заказе я взяла и носочную пряжу, иначе это была бы не я. Я взяла себе один моточек шопеля. Не скажу, что это была прям осознанная покупка. Я просто, видимо, вошла в раж коллекционирования. У меня уже теперь 3 мотка, и они вот лежат и греют мою душу. И пока что я из них не вяжу. Я не знаю, почему. Просто у меня какой-то вот пока трепет перед этим. И мне просто нравится их смотреть, щупать и все такое. Тем более, что носков у меня пока достаточно. Но вот эти моточки, они прямо выглядят потрясающе и радуют меня. Конечно же, я не ограничилась покупкой одного мотка. Я прикупила еще себе вот такую пряжу. Это Superba Tweed, 4-нитка, 100 грамм, 375 метров. Но, несмотря на это, по толщине она такая же, как и стандартная носочная пряжа 4-ниточная. Такая бежево-молочная, скорее даже пряжа, с разными крапинками. Тут и красные крапинки, и синие, и какие-то лазурные, бирюзовые, красные, ну, в общем, желтенькие. Полное конфетти. И я решила, что буду сочетать ее пряжей из запасов. Это носочная пряжа от Lang. Сделаю какие-нибудь акцентные, я не знаю, мысочек, пяточку, резинку. Ну, в общем, хочу их попробовать вместе сочетать, поскольку и здесь желтые крапушки есть, и это желтые, они прям вот по виду идентичные. Я заказывала еще один желтый цвет, но он показался мне прям таким, знаете, желточным от Катя. И решила, что почему бы не взять что-то из запасов. И еще я взяла 2 моточка реги. Это обычная 4-нитка. Они цветные, но я вам покажу ее потом. У меня просто в запасах была бежевая реги, тоже 4-ниткой. И я не хотела делать одноцветные носки под весну. Вот, хотелось что-то интересное. Это не жаккард будет, просто, в общем, опять-таки вставочки. Но покажу потом уже, когда начну. Возможно, мне не понравится. Я пока сомневаюсь за сочетание цветов, поэтому оставлю за кадром. На этом все мои покупки закончились, и все, что я хотела рассказать, я вам рассказала. Поэтому спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Если вы не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки под видео и переходите на мой телеграм-канал. Там будут все обещанные ссылки. Информация там появляется раньше, и некоторые уже, между прочим, видели мой шарф Круэллы. Подписывайтесь, я вас там тоже очень жду. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!